I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Пожизненный срок в 13 лет. История Эрика Смита. Ярко-рыжие волосы, веснушки по всему лицу, большие очки в роговой оправе и оттопыренные уши. Возможно ли узнать в этом описании малолетнего убийцу? Равнодушие к ребенку в семье, издевательство сверстников в школе – все это не могло не отразиться на психике мальчика. Четырехлетний Дерек Джозеф Робби – улыбчивый и жизнерадостный ребенок, которому повезло родиться в счастливой семье, где все друг друга любили и ценили. Мать Дорин и отец Дейл души не чаяли в своем старшем сыне. Они играли с ним в бейсбол, катали на велосипеде. Их дом находился недалеко от парка, где мальчик частенько проводил время с друзьями. Летом 1993 года родители отправили Дерека в летний лагерь недалеко от дома. 2 августа, как обычно позавтракав, Дорин стояла на кухне и держала младшего сына за руку, собирая обед для старшего. Как назло, малыш Далтон все утро капризничал и был неуправляем. Обычно мать с младшим сыном выходили провожать Дерека до парка, но именно в этот раз все не складывалось у уставшей от забот Дорин. Дерек, такой смелый малыш, который не хотел доставлять маме неудобства, утешил ее и сказал, что сам доберется до лагеря. Все равно по пути к парку не было никаких перекрестков, всего пару метров, буквально соседний квартал. Женщина улыбнулась и поддержала его решение. «Все в порядке, мама, я дойду сам», – сказал Дерек и поцеловал ее со словами «Я люблю тебя», забрал с собой коробку для ланча, в припрыжку покинул дом. Когда учебный день в летнем лагере в этот день закончился, Дорин пошла в парк вместе с младшим сыном, чтобы забрать Дерека. Там ей сообщили, что его сегодня не было. Женщина сразу же позвонила в полицию. Потом она постоянно вспоминала этот день. Мрачно, сильный ветер, чувство непонятного беспокойства. Как под ливневыми струями побежала в парк, но ее мальчика нигде не было. Позднее женщина расскажет об этом со слезами на глазах. Она уверяла, что ничего подобного с ней не случалось. К сожалению, это был первый раз, когда мать отпустила его куда-либо одного. И это был последний раз, когда кто-либо из семьи Дерека видел его живым. В маленькой Савоне, штат Нью-Йорк, до того злополучного дня родители спокойно отпускали своих детей без присмотра в школу и на прогулки. В деревушке все знают друг друга в лицо. Начались поиски. Обнаружили мальчика уже спустя несколько часов. Он был мертв. Его бездыханное тело лежало в узкой лесополосе между парком и домом. Ребенок был избит, задушен. Убийца изнасиловал его веткой дерева, а в раны налил газировку, которую достал из рюкзачка малыша. Убийство отличалось особой жестокостью, рассказывал ведущий следователь Чарльз Вуд. Савона погрузилась в ужас. Родители перестали выпускать детей на улицу, а полицейские начали расследование. Они были уверены, что в этом небольшом поселении появился педофил, полагая, что он был проездом, ведь раньше ничего подобного не случалось в этих местах. Обстановка семьи в доме Робби была очень тяжелая. Убитые горем родители подозревали всех вокруг. Полиция допрашивала в первую очередь мужчин, начиная с соседей и воспитателей. В течение нескольких следующих дней полиция проверила почти 500 человек. Розыск предполагаемого преступника велся и в соседних городах. Параллельно стражи порядка опрашивали всех, кто мог видеть мальчика на пути в парк. Но у них так и не появилось ни одной зацепки, которая бы вывела на убийцу. И только через 4 дня расследование значительно продвинулось. В деле появился свидетель. Утром 5 августа в полицейский участок на допрос явился мальчик со своими родителями. Это был Эрик Смит.
С виду ему было лет 11, он был небольшого роста, улыбчив, но временами волновался. Он рассказал, что был неподалеку этой самой лесополосы, но Дерека не видел. Поздно вечером того же дня следователи пришли в дом Смитов и допросили Эрика еще раз с разрешения родителей, чтобы подтвердить некоторые детали преступления. И тогда Эрик признался, что во время катания на велосипеде все-таки видел пропавшего малыша. Он описал его абсолютно верно. Говорил, что проезжая мимо на велосипеде, видел мальчика в белой футболке. В руках у него была сумка. Все это время Эрик вел себя странно, его руки тряслись, а моментами он оправдывал себя. Следователь понял, что тот видел нечто большее. После анализа проведенной реконструкции событий следователи поняли, что Смит не мог видеть Дерека с указанного им места. Им показалось, что он знает гораздо больше, чем рассказывает. Когда детективы стали подробнее расспрашивать мальчика, Эрик начал заметно нервничать. Он решил, что именно его считают подозреваемым. На следующий день полицейские попросили Смита показать точное место, где он видел Дерека. Подросток привел их прямо к месту обнаружения тела ребенка. Детективы поняли, что Эрик их обманул. Он не мог видеть мальчика с заявленного им расстояния. И вообще, его показания имели много противоречий. В отличие от Дерека Робби, Эрик Смит рос не в такой теплой обстановке, где все друг друга любили и ценили. Он родился 22 января 1980 года в округе Стойбен, штат Нью-Йорк, и был средним ребенком в семье. Отец ушел, когда Эрик был маленьким, и впоследствии отрицал свое родительское происхождение, хотя позже суд обязал мужчину выплачивать алименты. Мать Тэмми никогда не проявляла жестокости, но была холодна к нему. Отчим Тед мог сказать что-то грубое и дать подзатыльник. Он признавал, что у него горячий характер. Мальчик же любил проводить время с бабушкой и дедушкой, Редом и Эдди Уилсонами. Ред говорил о внуке. Когда он приходил в гости, всегда обнимал и целовал нас. Он любил быть клоуном. Эрик с раннего детства страдал от приступов ярости. Он закатывал истерики и бился головой об пол. У него также были проблемы с речью, и это было одной из причин, по которой над ним безжалостно издевались в школе. Отчим советовал ребенку выплескивать гнев на мешке до тех пор, пока злость не отступит. Мать рассказывала, что во время беременности принимала сильные лекарства от эпилепсии. Возможно, этот факт и повлиял на его психику. Впоследствии Эрику был поставлен диагноз «психическое расстройство с прерывистой вспыльчивостью». Подобное заболевание вызывает ярость и непредсказуемость поведения. Человек вспыхивает как спичка, и окружающие понятия не имеют, как его утихомирить. Самым ярким признаком расстройства является неадекватное реагирование на повседневные события, которые, казалось бы, не должны были вызвать столь яркую реакцию. Неизвестно, почему родители уделяли мало времени сыну и не обращались к специалистам, которые могли помочь скорректировать поведение ребенка с подобным расстройством. Мальчик не вписывался в компанию сверстников из-за своих огненно-рыжих волос, больших ушей и из-за плохого зрения, из-за которого он был вынужден носить очки с толстыми стеклами. В школе его дразнили, обзывали. Никто не хотел с ним общаться, его систематически унижали, били и смеялись над его обликом. Он часто приходил домой весь в слезах. Отставал он и в учебе. В возрасте 13 лет он был только в 5 классе. Иногда дети, которые подвергаются травле со стороны сверстников, впадают в депрессию и мечтают покончить с собой. Но бывают и те, кто желают выплеснуть свою обиду на других и сделать им намного больнее. Иногда это доходит до того, что дети испытывают желание убивать. Сначала Эрик выплескивал свою злость на животных. Он пытал, лишал жизни и потрошил их. Затем уровень агрессии достиг своего пика, и подросток пошел на еще более страшный шаг. Во время следственных действий, когда Эрик Смит находился в статусе свидетеля, детективы заподозрили неладное. Они решили допросить также родных юного очевидца. Дедушка рассказал, что Эрик изменился в последние дни, замкнулся в себе и добавил, что их внук ласковый мальчик, но в последние дни сам не свой. Уилсон настаивал на том, что ребенок кого-то боится, и необходимо искать подозрительного человека в этих местах, что тот просто затаился.
Полиция уведомила родных Эрика Смита, что, возможно, придется прибегнуть к гипнозу для реконструкции событий, но Ред по какой-то причине не хотел этого. Прошло еще 2 дня. Эрик гостил у бабушки с дедушкой, и Ред решил поговорить с внуком без участия посторонних лиц. Усевшись на заднем дворе, Эрик признался: «Прости, пожалуйста, прости, я убил этого мальчика». Родители мальчика сразу позвонили в полицию. Арест 13-летнего подростка стал национальной сенсацией. Американцы были озадачены тем, как такой молодой мальчишка мог совершить столь отвратительное преступление. Дедушка Эрика позже рассказывал, что тогда он понял, что совершенно не знает своего внука. Ред Уилсон до сих пор до конца не может поверить в то, что произошло. Он уверен, что был кто-то третий, что внука заставили. Вот только сам Эрик на допросе расскажет, как ему это понравилось. Родители были в ужасе, передав своего сына властям. Вскоре Доран узнала, кто убийца ее сына. Ребенок. Она тоже не сразу поверила в это. Утром 2 августа Эрика выгнали из летнего лагеря из-за плохого поведения. Эрик был зол, он не знал, что делать со своим гневом. В то же время он увидел Дерека, идущего в этот же лагерь по пешеходной дорожке в полном одиночестве. Юный монстр подъехал к малышу и предложил пройти путем покороче, через лесополосу. Эрик отвел Дерека в безлюдное место парка, спрятал свой велосипед, чтобы его не было видно с дороги, и напал на мальчика. В этот момент ему нравилось осознавать, что кому-то гораздо хуже, чем ему. Процесс был долгим, чтобы растянуть эти чувства. Сначала он душил Дерека, потом бросил большой камень ему в голову, раздел и надругался над ним с помощью ветки. Потом специалисты выяснят, что причиной смерти была тупая травма головы с предыдущей асфиксией, а сексуальные манипуляции – это акт унижения. Обычно такие действия свойственны тем, кто сам подвергался сексуальному насилию, и Эрик во время следственного эксперимента говорил, что с ним обращались плохо, но как именно, он рассказать не захотел. Были и свидетельства старшей сестры Эрика. Она рассказала, что подверглась домогательству со стороны отчима и рассказывала об этом матери. Признания 13-летнего душегуба заставляли видавших виды полицейских испытывать шок и ужас. Они утверждали, что в момент, когда Эрик рассказывал подробности убийства, он не раскаивался, а наоборот испытывал некое наслаждение. Детективы недоумевали, почему в период всплеска ярости Эрик просто не убил малыша, а продолжал измываться над трупом. Казалось, что в теле этого на первый взгляд безобидного мальчишки находился монстр, не знающий жалости. После убийства Эрик раскидал еду Дерека вокруг, а после возвращался к месту преступления, чтобы убедиться, что жертва мертва. Позже он переместил тело мальчика в менее заметное место в роще. Дело об этом ужасном случае долгое время занимало заглавные страницы местных газет. СМИ окрестили Эрика Смита веснушчатым убийцей. Через 5 дней после трагедии Дерека Робби похоронили в его бейсбольной форме. К сожалению, все чаще мы слышим об убийствах, совершенных детьми. Такие случаи становятся все более обыденными, так как число детей, совершающих эти страшные преступления, растет с каждым годом. Многие задаются вопросом, почему дети такие жестокие? К сожалению, буллинг – самый распространенный катализатор для принятия решения нанести ответный удар. Ребята часто объединяются в компании и встают против одного человека. Зачем они это делают? Для каждого тут своя выгода. Кто-то хочет стать авторитетом в кругу своих друзей, чтобы самоутвердиться. Кто-то присоединяется к остальным, чтобы в случае чего компания не встала против него самого. Кому-то, наоборот, доставляет такая ситуация удовольствие – видеть чьи-то страдания. Такая суровая реальность приводит к необратимым последствиям. Эрик Смит попал в такую среду, которая загнала его в угол. В школе он стал мальчиком для битья, в семье же не было доверительных отношений, поэтому он не мог поделиться той болью и теми переживаниями, с которыми он сталкивался каждый день. Вся агрессия, которая копилась изо дня в день, однажды вырвалась наружу. Желание изувечить и убить своего оппонента – признаки патологии.
И здесь главное – родителям суметь вовремя распознать возможную опасность. Но почему-то родители Эрика не замечали происходящего с сыном. А ведь если бы они хотя бы попробовали поговорить с ним, сделали бы попытку помочь преодолеть трудности, возможно, Дерек Робби никогда бы не встретил Эрика Смита и не пошел с ним по роковой дороге в парк. 13-летнего Эрика Смита судили в августе 1993 года как взрослого. Адвокат несовершеннолетнего обвиняемого строил стратегию защиты на том, что его подзащитный страдает психическим заболеванием, одним из проявлений которого являются внезапные приступы ярости. А причиной этого заболевания стали постоянные насмешки одноклассников над рыжеволосым Эриком. Они дразнили его за конопатость и очки с толстыми линзами. На одном из допросов юный Смит также намекнул, что издевательства над ним имели место быть и дома, но так и не рассказал, в чем они заключались. Психологи и психотерапевты утверждают, что человек, страдающий от периодически возникающего взрывного расстройства, не осознает последствий и смысла своих насильственных действий во время их совершения, но он осознает это после того, как закончил. Смит был подвергнут обширному медицинскому обследованию со стороны специалистов. Они изучали функцию мозга, уровень гормонов и не нашли ничего, что могло бы объяснить его агрессивное поведение. Согласно судебным документам, Смит был одиночкой, которого часто мучили хулиганы. Прокурор был уверен, что Эрик понимал, что делает. Но самое страшное то, что он растягивал истязания. Ему это нравилось. На заседаниях суда, многие из которых транслировались в прямом эфире на всю Америку, Эрик молчал. Никакого раскаяния не высказывал. Казалось, что ему вообще нет никакого дела до происходящего вокруг. Он не проявлял эмоций, не выражал сожаления. И в конце процесса окончательный вопрос остался без ответа. Эрик Смит так и не сказал тогда, почему он убил Дерека. Об этом станет известно много лет спустя. Следствие длилось почти год, и в августе 1994-го, после нескольких часов обсуждения, присяжные вынесли свой вердикт. Смит виновен в убийстве второй степени, а все попытки оправдать его деяния психическим расстройством являются несостоятельными. Его приговорили к максимальному сроку, доступному для несовершеннолетних убийц – 9 лет, до достижения им 21 года и к дальнейшему пожизненному заключению. Находясь в тюрьме, он написал письмо с извинениями семье Робби. Сначала Смит провел несколько лет в специальном центре для несовершеннолетних, после чего его перевели во взрослую тюрьму. На слушаниях по условно-досрочному освобождению в 2004 году Смит признал, что удушение Дерека Робби заставило его чувствовать себя хорошо, потому что вместо того, чтобы причинить боль мне, я причинил боль кому-то другому. Он также признался, что, вероятно, убил бы снова, если бы его не поймали. От электрического стула Смита спас только его возраст. В 2001 году юного заключенного перевели в исправительное учреждение Клинтона в Даннемора, в тюрьму строгого режима. Приговор, вынесенный судом Эрику Смиту, допускал его условно-досрочное освобождение, и почти сразу же убийца стал добиваться выхода на свободу. В своем обращении к семье Робби он писал, что не может смириться с тем, что стены, колючая проволока и стальные металлические прутья будут сопровождать его всю жизнь. Каждые 2 года, такую периодичность определяет американское законодательство, он подавал соответствующие прошения. 10 из них были отклонены. Каждый раз комиссия по условно-досрочному освобождению приходила к выводу, что Смит недостаточно раскаивается за совершенное им злодейство. Не поверили ему и в 2009 году, когда он дал интервью одному из каналов. Смиту было уже 30, и он говорил, что вообще не хотел убивать Дерека, а его гнев просто был направлен на мальчиков, которые его дразнили. На своем слушании по условно-досрочному освобождению в 2014 году Смит сказал, что он был запуган детьми старшего возраста в средней школе, которые над ним постоянно издевались, а также своим отцом и старшей сестрой. Он признался, что выместил свою ярость на Дереке, но боялся, что он расскажет об этом другим людям, поэтому убил его.
Смит добавил, что палка была вставлена, чтобы удостовериться в его смерти. Родители убитого мальчика выступили против его освобождения. На одном из слушаний Эрик сказал, что в случае выхода из тюрьмы пошел бы в приют или реабилитационный центр. В 2021 году убийца предстал перед комиссией в 11-й раз. Он рассказал ей, что хотел бы закончить колледж и стать электриком или плотником. Сообщил также, что помолвлен. Его невеста Маргарет Хоук учится на адвоката, а познакомились они, когда та написала ему в рамках работы над исследованием на тему ювенальной юстиции. Их отношения начались за 2 года до слушания об условно-досрочном освобождении. Она часто навещала его в тюрьме, когда занималась работой по сравнению правосудия в отношении несовершеннолетних Северной и Южной Америки. На этот раз комиссия удовлетворила его просьбу, обосновав свое решение хорошим поведением Смита в тюрьме и оценками риска повторения им содеянного. В феврале 2022 Эрик Смит вышел за ворота тюрьмы после 28 лет несвободы. Ему позволили поселиться в Нью-Йорке, обязав его пожизненно находиться на положении условно-досрочно освобожденного преступника. Мать Смита продолжает жить в Савоне, где на входе в городской парк установили монумент работы двоюродного деда Дерека. На постаменте, на котором стоит фигура маленького мальчика, сделана надпись «Это напоминание о том, каким должно быть детство». После освобождения уже взрослый Смит переехал в Квинс, штат Нью-Йорк. О его дальнейшей жизни на свободе практически нет сведений. В сети есть информация, что на данный момент он холост, хотя состоял ранее в отношениях. На слушании по условно-досрочному освобождению, которое принесло ему свободу, Смит сказал, что обрел перспективу и вырос из трудного подростка, которым он был в то время, когда лишил Дерека жизни, и что как взрослый он осознает невосполнимую потерю, которую причинили его действия в тот роковой день 1993 года. Дорогие подписчики и гости канала, а как вы считаете, действительно ли раскаялся и изменился Эрик Смит? Не опасен ли он для общества? Или же приступы агрессии вновь возродят в нем монстра, жаждущего крови? Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь на наш канал.